Сегодня проблема одиночества считается одной из самых больших проблем человечества. Нашим предкам приходилось объединяться в племена и поселения, чтобы выжить и защитить себя от хищников и варваров. Но как видишь, все поменялось. Мы принадлежим сами себе, все такие свободные, независимые и одинокие. За последние годы количество одиноких людей выросло в несколько раз и бьет все статистики. Люди не выходят на улицу, не хотят знакомиться, не считают нужным вкладываться в отношения и ищут кого-то, кто все сделает идеально за них. Большинство таких мужчин обманывают себя, считая себя сигмами или одиночками, а-ля одинокими волками. Но реальность жестока. Только небольшой процент мужчин действительно способны к плодотворному постоянному одиночеству. Такие мужчины кайфуют от ощущения спокойствия и свободы, которые они получают. Им не нужны шумные компании и пустые разговоры. Но такие мужчины социальны и способны поддерживать диалог. Сегодня мы детально разберем тему одиночества. Некоторые из вас очень ждали это видео, так что поддерживай контент активностью. Человек – существо социальное. Думаю, ты постоянно слышишь эту фразу. С самого раннего детства мы учимся понимать самих себя и других людей через отношения с родителями и с близкими нам людьми. Мы перенимаем модели взаимоотношений родителей и их отношения к нам и принимаем это за фундамент и основу нашего «я». Именно поэтому можно заметить такую разницу между общительными и необщительными детьми еще с детского сада. Многие из вас не понимают себя. Сегодня существует огромное количество мальчиков и мужчин, которые изуродованы и воспитаны в неблагоприятных семьях. Наши ложные убеждения и концепции восприятия реальности сильно искажены, и мало кто из нас принимает мир таким, какой он есть. И выходом для таких мужчин становится одиночество. Одиночество помогает поддерживать внутренний баланс и контролировать ту бурю эмоций, которую эти мужчины держат в себе. Со временем даже в прошлом социально активные самцы становятся домоседами. Такова реальность. Женщины не любят домоседов. Если ты хочешь успехов на любовном фронте, тебе придется полностью перевернуть свою жизнь. Но стоит ли это того? Вопрос для отдельного видео. Другая истина заключается в том, что одиночество должно быть временным при одном условии. Давай мы вместе сейчас узнаем тебя получше. Ответь себе на вопрос. Становится ли тебе больно от лицезрения счастливых семей и пар? Представляешь ли ты себя социальным и вовлеченным в любовные отношения? Если твой ответ «да», тогда прекрати обманывать себя и считать себя одиноким волком. Тебе нужно воспрять духом, засунуть свое эго куда подальше и начать делать шаги к тому, чтобы твои фантазии стали реальными. Ты не сигма и не одиночка. Твой мозг застрял в мысленной каше своего ничтожного существования и самооправданий. Только начав делать и принимать ответственность, ты сможешь реализовать задуманное. Таков твой нелегкий путь. Прими это. Те, кто с безразличием реагирует на любые социальные отношения других людей, могут считать себя истинными одиночками. Быть по-настоящему одиночкой не значит отсутствие контактов с другими людьми. У тебя могут быть женщины и друзья, но ты воспринимаешь их как временные явления или используешь на один раз. Одиночество может быть полезным временем для перезагрузки. Любому человеку нужно побыть одному и отдохнуть от этой шумной суеты за окном. Как мужчина, ты обязан использовать свое время на максимум, чтобы отдышаться, набраться сил и снова ринуться в битву. Временное одиночество может помочь тебе воспрять духом и сделать тебя осознанней, если ты параллельно занимаешься медитацией и вкладываешь в себя ресурсы. Ты можешь потратить несколько лет, приводя себя в порядок, чтобы выйти совсем другим человеком в общество, и тебя просто не узнают, и ты будешь выделяться. Помни, что социальная сфера будет душить любого, кто захочет играть по своим правилам. Истинные одиночки, которые кайфуют от самого себя и от жизни, очень невыгодны и непонятны социуму. Сюда же можно вспомнить и интровертов. Интроверты – это люди, которым не требуется подзарядка от общения с другими людьми. Именно поэтому у них нет необходимости постоянно находиться в социальном поле. Настоящие интроверты – это настоящие мужчины, которые думают головой и ставят себя и свои цели выше эмоций других людей. Эмоциональная невовлеченность таких мужчин может раздражать экстравертов, но свой комфорт всегда ставь на первое место. Но все это лишь характерно для небольшой части мужчин. Для других же вынужденное одиночество является единственным выходом и одновременно бременем, чтобы ничего не менять в своей жизни. Для таких мужчин одиночество – это яд, который постепенно будет разрушать их изнутри. Изнутри я имею в виду психику и твой мозг. Да, в современном мире тяжело найти настоящих друзей и хорошую женщину. Некоторым из вас может быть страшно выходить на улицу или общаться с людьми. Однако, как мужчина, ты просто не можешь позволить находиться без поддержки своих братьев и девушки, которые искренне верят и любят тебя.
Братство и любовная связь может помочь тебе свернуть горы, победить любого противника и сокрушить любое препятствие на своем пути. Тебе же явно знакомо это вдохновляющее чувство, как будто тебе посильно все. Ты можешь даже целый день не листать ТикТок и воздерживаться, даря любовь только своей подруге. Звучит это как сказка, но мужчины прошлого жили так постоянно. Их жизнь была опасна и трудна. Жены изменяли им, их дома и поселения грабили. Но раз мы с тобой появились на этот свет, значит они были достаточно сильны, и у них получилось. Так а почему ты должен опускать руки и обманывать себя? Простой просмотр видео ничего не изменит. Если ты еще очень юн и у тебя есть возможности, пользуйся ими. Пускай твои ровесники выбирают простой путь потребления, похоти и развлечений. Если ты чувствуешь, что тебе нужно побыть одному, будь. Если ты чувствуешь, что тебе не по пути с большинством и что ты хочешь чего-то большего, делай. Но помни, что только реальные действия способны творить чудеса, о которых ты пока даже не догадываешься. Чести и удачи!